настоящий кинематограф, когда мы говорим об искусстве кино, это, по сути дела, вообще-то балет. Потому что настоящее кино, оно говорит с нами на языке своем, другом, не словесном. Это язык порой как раз телесной пластики. В немом кинематографе, скажем, Чарли Чаплин, он, конечно, танцует в известном смысле. Это хореография высказывания. Все, что он хочет сказать, он на самом деле передавал движениями тела. И в этом смысле можно говорить о том, что уже на заре кинематографа не потому, что не было звука, а слова были, а потому что вот были такие гении, как в том числе Чарли Чаплин, многое передавалось за счет вот таких чисто кинематографических пластических средств. Ну, мы знаем и Дзига Вертова, его «Человек с киноаппаратом», где рассказ об очень многом, с текстом и подтекстом, конечно, вот всеми этими визуальными метафорами ведется абсолютно без слов. Вот это и есть искусство такого пластического кино. И вот надо сказать, что Борис Эйфман, он ставит свои балеты как те режиссеры, которые передают основную какую-то мысль за счет визуальности метафоры, за счет объемности внутреннего текста. То есть, конечно, его инструмент не слово, а человеческое тело. Но как бы это ни было парадоксально, именно тело в балете говорит о душе, по крайней мере, в балетах Эйфмана. Глубинные высказывания, глубинные смыслы тех произведений литературы, к которым он обращается, а, собственно говоря, на сегодняшний день и фильмы сняты по тем балетам, которые были обращены к литературе, в основе которых лежат литературные произведения, это взгляд на произведение настолько глубоко изнутри, что можно сказать, что всем известный, скажем, Евгений Онегин, которого почти наизусть знает у нас любой школьник, обретает совершенно какие-то новые глубокие смыслы, доселе неведомые. Вот Эйфман часто говорит, что он своей задачей ставит открыть неизведанное в изведанном. Именно это он и делает, причем делает с помощью хореографии. Но его хореография – это не просто движение. И даже не просто движение, которое, как уже я сказала, говорит о внутренних духовных процессах. Но это хореография мыслей. Вот в этом невероятная особенность Бориса Эйфмана. Он обращается к литературе как к кладезю мыслей, но обращается к ней со своим ключом собственного мышления, собственного глубочайшего прочтения. И именно это прочтение дает ему возможность открывать вот это неизведанное, открывать некие тайны, на основе которых он и выстраивает свою хореографию. Теперь он обращается к кино. Конечно, одна из задач заснять эти произведения хореографические на пленку состоит в том, чтобы они сохранились. Потому что, как он и сам говорит, вот многие балеты, которые ушли из репертуара, они как бы утрачены, и трудно уже их вспомнить, они не были засняты. И они при всей значимости своей, они все-таки обладают вот этой балетной эфемерностью, еще и в том смысле, что они могут исчезнуть вообще. Но поскольку Борис Яковлевич человек творческий всегда и во всем, что он делает, он не может просто взять балетный спектакль и заснять его на пленку, как он есть. Это новый подход. Это какой-то синтез уже других искусств. Это и новая постановка света, это ракурсы съемки, это, в конце концов, крупный план, которого балет как таковой на сцене лишен. Это вообще довольно сложный вопрос. Не разрушает ли крупный план ту тонкую балетную ткань, кружевную ткань, которую сплетает Эйфман при постановке своих спектаклей? Но он, тем не менее, снимая балеты, ведет себя как кинорежиссер, не просто как режиссер спектакля, как кинорежиссер. Он смотрит в камеру, он действительно как бы вот каждый миллиметр кадра отмеряет, и он пользуется крупным планом.
Повторяю, это вопрос, может быть, и спорный, может быть, сложный. Насколько органичен кинематографический крупный план и вся балетная сцена. Но здесь есть то, что получит кинозритель, смотрящий эти спектакли. Он получит взгляд самого автора этого спектакля, который с помощью вот этих новейших средств кино и кинокамер, да и, в общем, знакомого всем крупного плана, делает новый акцент. Еще больше хочет привлечь зрителя к чему-то, что для него в той или иной сцене особенно важно. Просмотр фильма нисколько не исключает просмотр спектакля. Напротив, это даже интересно. Была бы возможность сравнить и увидеть вот этот общий план, когда мы смотрим на сцену, и планы на экране. Но в то же время это действительно уникальная возможность, помимо сохранения, о чем я говорила, для очень многих людей, у которых по той или иной причине просто нет возможности оказаться в тех театрах, тех городах, где идут спектакли Бориса Эйфмана. А вот фильм эту возможность им даст. И я хочу пожелать зрителям великолепных, удачных и творческих даже с их стороны просмотров и новых прочтений тех произведений, которые ставит Эйфман.